24 мая в Краснодаре на домашнем стадионе «Озон-Арена» футбольный клуб «Краснодар» в последнем туре обыграл столичное «Динамо» и сохранил отрыв в 1 очко от ближайшего преследователя – питерского «Зенита». Так Краснодар впервые стал чемпионом России по футболу. Впервые, но закономерно, потому что Краснодар – совершенно особая история в российском профессиональном футболе. Фактически, это единственный в России успешный частный клуб. Остальные все до единого под прямым или косвенным контролем государства. Канал у меня, как вы знаете, не спортивный, но победа Краснодара – повод обсудить, как государство под предлогом помощи делает унылым и убыточным как российский футбол, так и вообще профессиональный спорт. Прежде чем начнем, только напомню про VPN Liberty. Если у вас проблемы с качеством или скоростью YouTube, переходите по ссылке в закрепленном комментарии. Там бесплатный VPN на месяц и описание других способов ускорить YouTube. Еще мы прямо сейчас ищем монтажера, специалиста по работе с хромакеем. Мы тут задумали один проект, довольно сложный. Ну и вот там нам нужен кейнг. Требования кейнг, удаление артефактов и доработка масок, анимация простых объектов и вот это все. Подробнее по ссылке в описании. Теперь к ролику. Начнем вот с чего. Речь сегодня у нас пойдет про профессиональный спорт, и не пойдет про массовый спорт и спорт высоких достижений. Давайте кратко разберемся, что есть что, чтобы не запутаться. К массовому спорту относится все, что мы делаем для здоровья, для удовольствия, для личных результатов. Кому похудеть, кому накачаться, кому в школе 100-метровку сдать, а кому просто хорошо время провести. Спорт высоких достижений – это про очень одаренных спортсменов, которые соревнуются за медали, рекорды, готовятся к Олимпийским играм и самым разным чемпионатам. А еще про престиж государства и вечные сравнения, у кого больше медалей в командном зачете. Относительно этих двух сфер в спорте, в общем-то, есть консенсус. Государства должны финансировать массовый спорт, потому что это полезно для здоровья граждан, а в спорт высоких достижений вкладываться, потому что это вопрос политический и про национальную гордость. Я, конечно, сильно все упрощаю и не вдаюсь в исключения и проблемы, потому что это не наша сегодняшняя тема. Мы же сегодня говорим про спорт профессиональный. Ту единственную сферу, где государственные деньги не то чтобы не нужны, а наоборот, только во вред. В этой сфере спорт становится бизнесом. Более того, шоу-бизнесом, где соревнования в первую очередь должны привлечь зрителей. Профессиональный спорт не про здоровье и развитие, и даже не про медали. Он про карьеру, славу и деньги. Профессиональный спорт – это клубы, конкурирующие между собой, и их болельщики. Спортивные федерации и лиги, которые устанавливают правила и делают так, чтобы матчи были максимально зрелищными. Например, чтобы на поле встречались команды плюс-минус сопоставимые по уровню мастерства. Здесь и контракты для игроков на огромные суммы, и возможность продавать контракты успешных игроков другим клубам, права на трансляции, продажа мерча, привлечение спонсоров, которым нужна реклама, и повышение репутации. Словом, это та сфера, где спорт зарабатывает деньги. И по идее клубы, как любые бизнесы, должны не только себя окупать, но и прибыль приносить, а иначе зачем они вообще нужны? Из всех видов спорта, в которых есть профессиональная сфера, футбол самый известный и популярный, во всяком случае в наших широтах. Ярые и преданные фанаты, динамичная игра, куча эмоций – все это можно превратить в огромные деньги. И платежеспособный спрос здесь огромный. Люди готовы платить за билеты, за шарфик, дудку, прочий мерч, а спонсоры готовы платить, чтобы разместить свой логотип на форме игрока, на вывеске стадиона, на ограждении поля. Телеканалы и стриминговые сервисы готовы платить за трансляции матчей и платить много. Профессиональный футбол буквально создан для того, чтобы делать деньги. В этом его смысл. Так что подавляющее большинство стран, где есть футбольные клубы, к ним с финансированием даже не пытаются лезть государства. Мюнхенская Бавария ничего не стоит ни самой Баварии, ни Германии в целом, и вообще работает в плюс, приносит деньги инвесторам и платит большие налоги. Мадридский Реал и Барселона принадлежат сообществу болельщиков, а Севилья и вовсе акционерное общество. Испания за клубы не платит, и в их дела не лезет. Манчестер, Арсенал, Челси – все английские клубы принадлежат частным владельцам, и государство не вмешивается в их финансирование. Обычно максимум, на который могут идти государства в поддержке футбольных клубов, разрешение пользоваться инфраструктурой, построенной за бюджетные деньги, стадионами, например. В остальном расходы клубов – дело их владельцев. В России дела обстоят не так.
большая часть клубов прямо или косвенно поддерживается государством или крупными корпорациями государственными. «Зенит» принадлежит «Газпрому», «Локомотив» — РЖД, ЦСКА финансируется Ростехом. Татнефть, Сургутнефтегаз, Норникель, Аэрофлот. Какой аффилированный с государством крупный бизнес не возьми, он, скорее всего, втянут в содержание футбольных клубов. И речь здесь не про нормальные рыночные инвестиции в духе «нефтяники купили клуб и ждут прибыли». Нет, вся поддержка — это фактически государственные субсидии, которые не приносят никакой отдачи. Такое финансирование идет не только через бизнес. Региональные и муниципальные администрации часто заводят себе футбольный клуб, как имиджевый проект. Воронеж содержит клуб «Факел», Екатеринбург — «Урал», у Кадырова есть «Ахмат», ну и так далее. Финансирование идет из бюджетов регионов или городов. И, конечно, не то что о прибыльности. Даже о рентабельности таких клубов говорить не приходится, даже чтобы они в ноль работали. Государство фактически напрямую или через разные структуры платит зарплату игрокам, организовывает тренировки, сборы, матчи и все остальное. Короче, усердно делает вид, что в России есть настоящие клубы и настоящий футбол. И среди всех этих дотационных клубов есть лишь один по-настоящему частный, со своей инфраструктурой и без бюджетных вливаний. Это тот самый клуб «Краснодар», который на днях выиграл чемпионат России. Началось все с 2008-го, когда предприниматель Сергей Галицкий, основатель сети магазинов «Магнит», создал в Краснодаре новый футбольный клуб и назвал его в честь города. Начинали с самого нижнего из профессиональных дивизионов, с 3-й лиги. И уже в начале 2011-го добрались до премьер-лиги, где играют самые сильные команды. Разница в подходах Галицкого и дотационных клубов в то время была особенно заметна, потому что в Краснодаре уже была профессиональная команда, клуб «Кубань», который существовал аж с 1928 года и которому в тот момент покровительствовал губернатор Ткачев. Между клубами началась конкуренция. Ткачев вливал в Кубань миллиарды и прямо из бюджетов, и через спонсорскую помощь от аффилированных с областной администрацией компаний. Клуб покупал и арендовал высококлассных игроков, а еще опирался на поддержку фанатской базы. Кубань была народной командой, болельщики ходили на их игры с детства. Эта аудитория поначалу воспринимала клуб «Краснодар» с подозрением и неприязнью. Мол, нарисовались тут. Что они понимают в футболе? В первые годы существования на игры клуба «Краснодар» стабильно приходило раза в 2 меньше народу, чем на игры Кубани. Но постепенно соотношение менялось. Краснодар вел грамотную политику в отношении игроков. Тоже покупал легионеров, но в отличие от Кубани, где часто появлялись временные персонажи на сезон или 2, Краснодар привлекал только молодых футболистов, которые будут развиваться в клубе и играть за него долго. А уже потом, может быть, будут перепроданы с прибылью. Еще у Краснодара появилась футбольная академия. Это вообще уникальное для России учебное заведение. Туда со всей страны отбирают детей с потенциалом, но учитывают не только способности, но и характер. Не берут гениальных хулиганов, чтобы сделать из них футболистов любой ценой. В обычных спортшколах основной упор идет на спортивную подготовку. В академии же не жертвуют учебой. Там полноценная общеобразовательная программа, сильный курс английского. И действует правило: школа должна быть не местом выживания, а местом развития. Словом, это современный, правильный, этичный подход. Бонусом – масштабная техническая база. 16 полей, залы для тренировок, комфортные комнаты для проживания учеников. У Галицкого, по его словам, есть мечта, что однажды за клуб выйдут выступать сразу 11 его воспитанников. К настоящему моменту такое случилось минимум однажды. В мае 22 года в матче против ЦСКА, и Краснодар тогда победил. Но пока это скорее исключение. Клубу все равно нужны сильные игроки со всей страны и из-за рубежа. Хотя направление развития команды очевидно. Болельщики такой настрой оценили. И самое важное, оценили саму игру. Стиль Краснодара, атакующий и комбинационный. К 2014 году средняя посещаемость домашних матчей Краснодара приблизилась к средней у Кубани. А в 2016 году у Краснодара появился собственный стадион. И это радикально изменило расклад. Просто представьте, есть стадион «Кубань», построенный в 60-х. Его хоть и реконструировали, но это по-прежнему был старый бетон. Часть мест — деревянные скамейки, еще часть без навеса, а еще здесь плохая акустика, так себе туалеты и газон частенько в плохом состоянии. И вот на этом фоне у клуба «Краснодар» появляется свой новый стадион. Современная архитектура, удобные сиденья, навесы над всеми трибунами, фудкорт, входы, пропускающие множество болельщиков одновременно,
самые крутые на тот момент экраны, ну и приличные туалеты, плюс один из лучших газонов в России. Туда можно было безопасно прийти с детьми, отдохнуть всей семьей. Формат понятный молодым. Туда стали ходить те, кому и в голову бы не пришло пойти на матч на стадионе «Кубань». Стадион был настолько хорош, что в преддверии чемпионата мира в 2018 году был выбран местом встречи Путина с президентом ФИФА, хотя миллиарды тратились на строительство других площадок, на которых прошли матчи. В этот же период у Кубани начались серьезные трудности. Еще в 2015 году со своего поста ушел губернатор Ткачев, и особое отношение к клубу закончилось. Новый губернатор футболом не увлекался, а жить без бюджетной поддержки клуб не умел. Начались финансовые проблемы, вплоть до невыплат зарплат. Какое-то время Кубань еще держалась, болельщики верили в нее. Но в 2018 году клуб начал процедуру банкротства, и на этом конкуренция двух клубов в одном городе закончилась. С тех пор Краснодар – единственная профессиональная команда в регионе. В первые годы своего существования клуб требовал больших вложений, которые в основном финансировал его владелец Сергей Галицкий. Но постепенно положение Краснодара становилось устойчивей, и сегодня он гораздо меньше зависит от своего основателя, а в последние годы даже приносит прибыль. До войны до половины доходов клуб Краснодар получал от участия в Еврокубках. Там есть серьезная система премирования успешных команд. Например, за сезон 2020-2021 года Краснодар заработал в Лиге чемпионов $27,5 миллионов. Но вот уже 4-й год доходы эти выпадают из-за санкций. Что остается? Во-первых, билеты на матчи, которые, к слову, продаются очень хорошо. Средняя посещаемость у клуба чуть больше 27,5 тысяч человек. Это высокий показатель. Во-вторых, клуб получает отчисления за трансляции матчей по телевидению. Также деньги приносит Академия клуба. Благодаря ей Краснодар, с одной стороны, экономит, ведь собственные воспитанники, играющие за команду, обходятся дешевле, чем покупка легионеров. А с другой, Краснодар получает за воспитанников деньги от других клубов. Например, год назад Матвей Сафонов был продан в Пари Сен-Жермен за $20 миллионов. Это самый дорогой российский вратарь, проданный в зарубежный клуб. У клуба также есть отлаженная система продажи мерча, что тоже приносит деньги. Плюс выстроено партнерство с Озоном. Marketplace ежегодно платит клубу 450 миллионов рублей, и за это его логотип размещен на форме игроков и на рекламных конструкциях домашнего стадиона. Но главное, сам стадион теперь называется Озон-Арена. Это, кстати, первый случай в российском футболе, когда права на нейминг передаются независимой коммерческой компании. Такое, если и случалось раньше, то только с госкорпорациями, «Газпром-Арена», например. А Краснодар и Озон вдобавок вместе ведут социальные и благотворительные проекты. И на фоне практически тотально убыточных государственных клубов прибыльный частный Краснодар показывает, каким мог бы быть российский футбол, если бы государство в него не лезло. Мы с вами не раз обсуждали, как российская власть размывает понятие нормальности и заставляет людей верить, что совершенно невменяемые вещи вполне нормальны. Ситуация с профессиональным спортом – еще одна иллюстрация этой проблемы. Не такая важная, конечно, в наши дни, но существенная. Десятилетиями государство у нас на глазах спускало огромные деньги на финансирование футбольных клубов. И большинство из нас думало, что это вполне себе окей. Это же спорт, а государство спорт типа должно поддерживать. При этом речь ведь не идет о детских секциях, лечебной физкультуре для пожилых людей или спортивных площадках с тренажерами во дворах. Как раз на эти вещи государство забивает спокойно себе. Речь о футбольных клубах. Держать футбольные клубы на пособиях по уровню абсурдности – это примерно как оказывать господдержку казино. Можно, конечно, но зачем? И дело, конечно, не в том, что нам тут государственных денег на футбол жалко. Дело в том, что ущерб от этой поддержки наносится и самим клубам. Они перестают зависеть от рыночных факторов, перестают всерьез конкурировать между собой и совершенствоваться. Им больше не нужно выстраивать стратегию, думать, как привлечь болельщиков и что сделать для развития игроков и команды в целом. Не нужно возиться с мерчом, с инфраструктурой и прочими способами заработка. Нужно просто взять бюджеты, которые выделяет «Газпром» или ВТБ, или администрация Екатеринбурга, и купить игроков, чтобы получить более-менее результат. А когда деньги закончатся, заканчиваются и такие клубы. Непонятна логика и региональных администраций с госкорпорациями. Из всех этих клубов-владельцев такого уровня вопросов нет, разве что к Рамзану Кадырову. У него есть дворцы, самолеты, коллекция автомобилей, конюшни с лошадьми. Ну вот и футбольный клуб тут. Он встает как влитой. Иначе уважаемые люди в Дубае засмеют.
Это такой больше олигархический подход. Но когда российские железные дороги год за годом спускают деньги на локомотив или администрация Воронежа отсыпает на содержание факела, это-то зачем? И среди всех этих фейковых клубов, чья устойчивость держится не на болельщиках, а на чиновниках, победа единственного частного клуба «Краснодар» выглядит не просто заслуженной, но закономерной. И многое нам говорит о том, какой могла бы быть наша страна, если бы государство не мешало ей развиваться. До завтра.